Привет, фанаты BTS. Этот вопрос разнесся по всему миру менее чем через час после грандиозного концерта с участием Джина с его сольным альбомом, который прошел с большой помпой. Среди волнения на сцене, криков миллионов армии и возвращения всех участников BTS с военной службы, внезапно шокирующая новость потрясла все сообщества поклонников BTS по всему миру. Ким Тэхён, или более известный как Ви, как сообщается, испытал тревожное состояние вскоре после концерта. Еще более удивительно, что Чингук, Золотой Макне, был замечен плачущим, когда писал душераздирающее сообщение за кулисами. Сообщение немедленно стало вирусным и было затоплено миллионами комментариев, полных беспокойства и эмоций. Эта новость, безусловно, была не просто пустым слухом. Вскоре после этого эмоциональное сообщение, опубликованное Чингуком в его личном аккаунте в социальных сетях, заставило всю армию на мгновение замереть. Сообщение было коротким, но в нем была глубокая боль и любовь к его лучшему другу и товарищу по группе, который сейчас служит в армии. «Надеюсь, у тебя все хорошо, Тэхён. Мы все скучаем по твоей яркой фигуре. Я знаю, что ты борешься. Я тоже молюсь, хотя знаю, что тебе не нравится, когда мы беспокоимся. Что на самом деле случилось с Тэхёном? Почему концерт, который должен был стать счастливым финалом, закончился рыданиями, тишиной и глубокой скорбью, охватившей сцену? Согласно сообщениям, циркулирующим в нескольких южнокорейских СМИ, физическое и эмоциональное состояние Тэхёна после концерта Джина оказалось внутренней проблемой агентства HYBE. Эта новость также стала точкой эмоционального всплеска для Чингука. Те, кто следил за развитием BTS с момента их дебюта и до сих пор, должны знать, что связь между Чингуком и Тэхёном очень тесная. Они не просто одногруппники, а близкие друзья, которые вместе прошли через юность под глобальным давлением, пережили период необычайной славы и теперь должны столкнуться с трудной фазой, когда они не могут напрямую поддерживать друг друга из-за ограничений военной службы. Один комментарий от японской ARMY написал: «Мы видим отсутствие Тэхёна в выражении лица Чингука. Невозможно скрыть грусть. Мы плакали вместе». Тем временем агентство HYBE опубликовало краткое заявление, в котором напрямую не опровергало и не подтверждало слухи о состоянии Тэхёна, но признавало, что все участники BTS переживают период эмоциональной адаптации на фоне серьезного перехода в своей карьере и жизни, и мы просим общественности о понимании и конфиденциальности в отношении этого. Это заявление только усилило предположение о том, что Тэхён действительно не в хорошем состоянии. Что сделало эту новость еще более сенсационной, так это появление информации о том, что Тэхён написал сообщение в виде рукописного письма, которое не было опубликовано в социальных сетях, но было зачитано в ограниченном виде на внутреннем форуме военного сообщества. Письмо, по словам военнослужащего, который его прочитал, содержало выражение тоски и желания вернуться на сцену, посмотреть на полные надежды лица ARMY и вдохнуть воздух Сеула с открытой грудью без военной формы. Предложение стало предметом широкого обсуждения на различных международных форумах фанатов. Теперь возникает вопрос, может ли эмоциональное состояние Тэхёна оказать серьезное влияние на его долгосрочное здоровье? Эксперты по психическому здоровью знаменитости в Южной Корее говорят, что к такому давлению нельзя относиться легкомысленно. Доктор Джи Хён У, психиатр из университета Йонси, сказал в интервью Yonhap News: «Люди, которые привыкли быть в центре внимания всего мира с высоким уровнем креативности, как Тэхён, особенно подвержены тому, что называется поствыступательной депрессией, особенно когда они изолированы от элементов, которые являются частью их идентичности, таких как сцена, взаимодействие с фанатами и свобода выражения». Доктор Джи добавил, что это чувство потери может стать хроническим и вызвать серьезные психологические последствия, если не решать его регулярной терапией и постоянной поддержкой сообщества. В этом контексте поддержка других участников BTS, особенно Чингука, имеет решающее значение. Вот почему эмоциональное сообщение Чингука, которое стало вирусным вчера вечером, было воспринято как нечто большее, чем просто любящее приветствие, а как форма дистанционной эмоциональной первой помощи. Что делает эту ситуацию еще более душераздирающей, так это тот факт, что Тэхён будет демобилизован из армии только в середине 2025 года.
Это означает, что его ждут еще месяцы тоски, стресса и изоляции. ARMY начали организовывать различные кампании поддержки, включая проекты писем, кампании цифровых цветов и массовую трансляцию сольных песен Тэхёна в качестве демонстрации глобальной солидарности. Одно из крупнейших фан-сообществ в Бразилии даже объявило, что проведет небольшой концерт посвящения с каверами на песни Тэхёна, дополненными записанными сообщениями поддержки из разных стран. Проект запланирован на следующий месяц и будет транслироваться в прямом эфире на YouTube. Что касается медицины, южнокорейские военные подтвердили, что Тэхён в настоящее время находится под наблюдением военного психолога и получает полное внимание. Однако пользователи сети считают, что одного медицинского лечения недостаточно. Они требуют, чтобы HYBE были более открыты в отношении психического здоровья своих артистов и отдавали приоритет благополучию участников BTS, а не просто поддержанию имиджа компании. Но повлияет ли это на планы BTS по полному воссоединению после того, как все участники завершат свою военную службу? Сможет ли Тэхён вернуться на сцену с той же страстью, что и раньше? На момент написания этой статьи Чингук не удалил свой пост, который уже просмотрели более 47 миллионов раз. Он не предоставил дополнительной информации, но наблюдатели расценили это действие как форму сопротивления молчанию СМИ и институтов, форму прямого, эмоционального и осмысленного общения. И этого было достаточно, чтобы заставить миллионы армий плакать в ту ночь. Состояние Тэхёна — это не только отражение бремени айдолок поп, но и темная реальность, стоящая за величием южнокорейской сцены индустрии развлечений. Когда заканчиваются крики, когда гаснут огни на сцене и когда мир требует бесконечного совершенства, вот где они, обычные люди, оказываются в ловушке невидимого давления. Мир может только надеяться и ждать. Ждать, когда время пойдет быстрее. Ждать, когда Тэхён вернется к тому, каким он был раньше, улыбающимся, играющим на гитаре, смеющимся, дразнящим Чингука и смотрящим на армии сияющими глазами. И когда этот день настанет, мы все знаем, сегодняшние слезы превратятся в бесконечные аплодисменты. Однако возникающие проблемы не ограничиваются только эмоциональным состоянием личности. Инцидент, который произошел с Тэхёном, кажется реальным отражением современной экосистемы К-поп, особенно в контексте военной обязанности, которую не может избежать ни один южнокореец. Несмотря на неоднократную критику со стороны международного сообщества о том, как эта система влияет на психическое здоровье артистов, правительство остается невозмутимым даже в случае таких идолов, как BTS, которые вывели Корею на мировую арену. Когда Тэхён, мировая фигура, испытывает психологический стресс просто потому, что он изолирован от мира искусства, который его воспитал, это уже не просто предупреждающий знак. Это кризис. В то время как фанаты заполняют социальные сети криками любви и поддержки, серьезные обсуждения также возникают среди культурных обозревателей и экспертов индустрии развлечений. Профессор Хан Суджин, преподаватель корейских СМИ и поп-культуры в университете Кёнхи, сказал, что это явление выявляет фундаментальный недостаток в обращении со звездами, которые считаются национальными продуктами. В индустрии, которая в значительной степени зависит от публичных выступлений, отдых и уединение не являются частью системы. Когда они вынуждены жить совершенно другой жизнью, даже в течение 2 лет, они подвергаются риску развития психологических расстройств, сказал профессор Хан ежедневной газете «Часон Илба». Кроме того, профессор Хан подчеркнул, насколько сложной стала эмоциональная привязанность между айдолами и поклонниками в цифровую эпоху. Сегодня поклонники не только восхищаются, но и чувствуют себя частью жизненного пути артистов. Поэтому, когда Тэхён переживал трудные времена, поклонники не только грустили из-за болезни своего кумира, но и чувствовали потерю того, за кем они следовали всем сердцем на протяжении десятилетий. В различных видеосборниках, которые стали вирусными через несколько часов после концерта, поклонники из разных стран плакали, исполняя партии Тэхёна в песнях BTS. Они крепко держали свои лайтстики, их глаза были полны слез, а некоторые даже записывали сообщения для Тэхёна в качестве формы поддержки. «Щон, мы знаем, что ты сильный. Но тебе не обязательно быть сильным в одиночку», написал фанат из Турции, сопроводив фото себя обнимающим старый постер Ви, который он слишком часто приносил на концерты. Эта ситуация вызвала огромный эффект домино, в том числе внутри агентства.
Согласно утечкам от внутренних сотрудников HYBE, которые были анонимно опрошены местными СМИ, этот инцидент привел к глубокой оценке психологической поддержки, оказываемой артистам. Это не только Тэхён. Все участники находятся под огромным давлением из-за длительного перерыва и давления, чтобы оставаться актуальными. Мы рассматриваем возможность создания специального подразделения для управления психическим здоровьем артистов, сказал он.